Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как я связала крючком пасхального кролика. Вот такой кролик у меня получился. Я заморочилась и сделала ему веточку вербы. Связала корзинку и в корзинке пасхальные яички. Яички я сваляла из шерстяной пряжи. Высота моего кролика 15 сантиметров. Аксессуары, корзиночку и веточку я специально ему не прикрепляла, чтобы вы могли посмотреть, как он выглядит без этих аксессуаров. Ну, кстати, вот у него еще есть морковка. Можно дать ему в руки, в лапки морковку. Тогда это будет весенний кролик с морковкой. Игрушка довольно сложная, поэтому я не рекомендую ее вязать тем, кто только начинает вязание. Вот вязать медленно я не буду в этот раз, буду вязать в обычном среднем темпе, и какие-то сложные моменты обязательно покажу подробнее. Но если вы только начали вязать, то, наверное, вам стоит выбрать игрушку попроще. Итак, как я его вязала? Кролик состоит из двух частей: верхняя половинка и нижняя половинка. Для вязания тела, ушек я использовала пушистую пряжу. Остальные части связаны из гладкой пряжи. Но верхнюю часть вы можете связать из белой пряжи, например, Yarnart Jeans. Давайте подробнее, какие материалы я использовала. Белая пряжа Нака Париж, цвет номер 300, в 100 граммах 245 метров, 60% полиамид, 40% акрил. Отлично подходит для вязания игрушек. Несмотря на то, что она пушистая, пушистость у нее не такая большая, как у травки, поэтому петли видно довольно хорошо. Но опять же, повторюсь, вместо этой пряжи вы можете использовать белую пряжу Yarnart Jeans, цвет 62. Дальше для тела кролика я использовала синюю пряжу Yarnart Jeans, в 50 грамм 160 метров, цвет номер 17. Можно выбрать любой другой синий оттенок. Нижнюю часть я вязала из остатков. У меня есть монгольский верблюд пряжа. Очень нравится ее структура для таких вот игрушек. 50% верблюжья шерсть, 50% акрил, в 100 граммах 300 метров. Для вещей она, наверное, немножко колючая, но для игрушек очень классно подходит. Я вязала из нее много бычков. Дальше мне понадобятся глазки. У меня это глазки-бусины. Глазки желательно, чтобы были пришивные, потому что нужно будет с помощью них сделать утяжку. Помимо глазок я использовала безопасный носик. Я его заказывала на AliExpress. Под видео оставлю ссылочку. Очень недорогие качественные носики. 2 пуговицы. Обязательно наполнитель. И нужен утяжелитель. Для того, чтобы кролик хорошо стоял. Вот видите, чтобы он не падал, как неваляшка, вправо-влево, ему нужен утяжелитель. В качестве утяжелителя я тоже использовала природные материалы. У меня было несколько плоских натуральных камней, которые я собирала на море. И они лежали без дела, и я придумала их положить внутрь игрушки. Но вы можете купить утяжелитель, например, в фикс прайсе. Там продаются такие стеклянные шарики, можно их использовать в качестве утяжелителя. И нам понадобится еще тонкая игла и обычная нитка черная, чтобы вышить брови и ротик. Пуговицы я сказала, вроде все. Использовала много разных крючков для этой игрушки. Это крючок номер 2, номер 3 и номер 2,5. Если у вас более толстая пряжа, то вам понадобятся еще крючки потолще. Начну вязать кролика с нижней части. И беру пряжу монгольский верблюд. Буду вязать в 2 сложения крючком номер 3, но в конце мне понадобится крючок номер 3,5, чтобы сделать расширение. Для того, чтобы вязать пряжу в 2 нити, я нахожу кончик сверху и кончик внутри. Внутри и сверху. Соединяю их вместе и вяжу игрушки. Чтобы не перематывать ничего. Крючок 3 миллиметра. Начинаю вязать с кольца амигуруми или со скользящей петли. Складываю 1. Первая закрепляющая петля. И дальше в кольцо вяжу 6 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Хвостик затягиваю. Первый ряд готов. Все части кролика буду вязать по спирали без воздушных петель подъема. Поэтому, если вам нужно, используйте маркеры начала ряда. Нахожу первую петлю предыдущего ряда. И в каждый столбик без накида предыдущего ряда буду вязать по 2 столбика без накида этого ряда. У меня было 6 столбиков, соответственно, буду вязать 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда 2 столбика без накида. 1, 2. Поставила маркер на первый столбик этого ряда. Во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. 2 связано, третий столбик, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд готов. Приступаю к вязанию третьего ряда. В третьем ряду буду делать прибавку через 1 столбик без накида. В третьем ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжу первый столбик, ставлю маркер, потом делаю прибавку. 1, 2, еще 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка. Так до конца ряда. — 18 столбиков связано. В следующем ряду, в четвертом, буду делать прибавку через 2 столбика без накида. Так, вяжу первый столбик, ставлю маркер, вяжу второй столбик и следующий столбик, в третий вяжу прибавку. 2 столбика, прибавка. В этом ряду, в четвертом, должно получиться 24 столбика без накида. Четвертый ряд связан. В пятом ряду буду вязать 3 столбика без накида, прибавка. Повторять 6 раз. Итого должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжу первый столбик, ставлю маркер. 1, 2, 3 столбика и прибавка. Так до конца ряда. 1, 2, 3, прибавка. В шестом ряду буду делать прибавку через 4 столбика без накида. Вяжу 4 столбика без накида. 1 столбик первый, ставлю маркер. Второй, третий, 4 и делаю прибавку. 1, 2. Повторяю эту процедуру 6 раз. В ряду должно получиться 36 столбиков без накида. Шестой ряд, 36 столбиков без накида. Под видео я оставлю ссылку на статью, в которой вы найдете пошаговое описание всей этой игрушки. Если вы любите вязать по схемам, по описаниям, пожалуйста, переходите по ссылке, вяжите по схемам. 4 столбика без накида, прибавка. Вяжу дальше. 2, 3, 4 и прибавка. Шестой ряд я связала, 36 столбиков без накида. В седьмом ряду буду вязать 5 столбиков без накида, прибавка, и повторять комбинацию 6 раз. Вяжу первый столбик без накида,
ставлю маркер. Второй столбик, третий, четвертый, пятый и делаю прибавку. 1, 2. И повторять ей нужно еще 5 раз, то есть всего 6 прибавок. В седьмом ряду должно получиться 42 столбика без накида. И я связала седьмой ряд, 42 столбика без накида. Диаметр готовой детали у меня 8 сантиметров. Если вы вяжете другой пряжей или другим крючком и хотите, чтобы у вас получилась вот такая же пухленькая игрушка, то диаметр, на котором вам нужно остановиться, 8 сантиметров. Дальше я вяжу 3 ряда крючком номер 3 по 42 столбика без накида, без прибавок и убавок, просто по спирали, то есть крючок не меняю. Это будет 8, 9, 10 ряд. В 11 и 12 ряду я поменяю крючок на номер 3,5 и свяжу 11 и 12 ряд по 42 столбика без накида, без прибавок и убавок. В конце нить не отрывайте, оставьте ее для того, чтобы соединить потом верхнюю и нижнюю часть кролика. Я свяжу сейчас еще 5 рядов по 42 столбика без накида, покажу, что у меня получилось и как будем вязать дальше верхнюю часть кролика. Я связала 12 рядов. Вот такая деталька получается. Диаметр этой детали 9 сантиметров. Может быть 8,5. Я это говорю для того, чтобы если вы вяжете из другой пряжи, вы могли бы понимать, какая деталь у вас должна получиться. И высота этой детали 4 сантиметра. Нить я не отрезаю, потому что она будет нужна для соединения верхней и нижней части. Ставлю маркер на эту петлю, чтобы не распустилось случайно вязание. И оставляю до того момента, как будет готова у меня верхняя часть. Тогда буду соединять все вместе. Приступаю к вязанию верхней части. Беру пряжу на Париж белого цвета. Начинаю вязать, как обычно, с кольца амигуруми. Вяжем по спирали без воздушных петель подъема. Крючок беру номер 2,5. Первая петля, фиксирующая 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, затягиваем петлю, 5, 6. Первый ряд 6 столбиков без накида. Вот посмотрите, как хорошо видно петли, несмотря на то, что пряжа пушистая. Сейчас попробуем сфокусироваться получше. Все петли отлично просматриваются. Первая петля, вторая петля. Видите, все петли видно. Немножко будет не очень хорошо видно из-за того, что белый фон. Но если вы вяжете игрушкой амигуруми, то здесь ничего сложного. Также вяжем по спирали без воздушных петель подъема. И всего-то нужно связать несколько рядов белой пряжи. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжу прибавку, то есть 2 столбика без накида. Во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Вяжу первый столбик и ставлю маркер. Первый столбик, второй в ту же петлю, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд 12 столбиков без накида. Все петли видно. Очень интересная пряжа, фактурная, для вязания зайцев, кроликов и котиков. Вообще супер вариант. Второй ряд готов. В третьем ряду буду вязать столбик без накида, прибавка, повторять комбинацию 6 раз. Должно получиться 18 столбиков без накида. Первый столбик без накида, ставлю маркер. Во второй столбик вяжу прибавку. 1, 2. Столбик без накида, прибавка. 1, 2. Столбик без накида, прибавка.
1, 2. Восемнадцать столбиков без накида в третьем ряду. Четвертый и пятый ряд нужно связать по 18 столбиков без накида. Свяжите, пожалуйста, самостоятельно 2 ряда по 18 столбиков. Я тоже свяжу, покажу, что будем делать дальше. Готов пятый ряд. В шестом ряду буду вязать 5 столбиков без накида, 1 прибавка и повторять комбинацию 3 раза. В шестом ряду должен получиться 21 столбик без накида. 5 столбиков. 1, ставлю маркер. Пушистой пряжей я стараюсь всегда вязать с маркером. 2, 3, 4, 5. Прибавка 1, 2. Первый раз. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка второй раз. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка третий раз. Шестой ряд, 21 столбик без накида. В седьмом ряду нужно связать 21 столбик без накида по спирали, без прибавок и убавок. Я сейчас свяжу седьмой ряд, покажу, что у меня получается. Седьмой ряд готов, 21 столбик без накида. А в восьмом ряду буду вязать 6 столбиков без накида, прибавка, повторять 3 раза. И итого получится 24 столбика без накида. Вяжу первый столбик без накида, ставлю маркер. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка и еще 2 раза. Восьмой ряд связала, 24 столбика без накида. Сейчас в девятом ряду поменяем пряжу на синюю. Все, мучения, если кому-то не нравится белая пряжа, это пушистая, наши мучения закончены. Меняем пряжу. Отрезаю кончик белой пряжи, делаю соединительную петлю, присоединяю синюю, делаю первую петлю, вот такую, вставляю крючок, вытаскиваю, синей пряжей буду вязать следующим образом. 5 столбиков без накида, прибавка, повторять 4 раза. В этом ряду должно получиться 28 столбиков без накида. Делаю одну воздушную петлю и вяжу первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка, первый раз, первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка второй раз, первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка третий раз, первый, второй, третий, четвертый, пятый и прибавка еще раз последний. Раз, два. Закончила я вязать 9 ряд. В 9 ряду должно получиться 28 столбиков без накида. В 10 ряду буду вязать 3 столбика без накида, прибавка и повторять 7 раз. 3 столбика без накида. Первый столбик, ставлю маркер. Второй столбик, третий, прибавка. Первый,
второй, третий, прибавка. Так нужно связать до конца ряда. В 10 ряду у вас должно получиться 35 столбиков без накида. 10 ряд готов. В 11 ряду нужно связать 35 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Сейчас я свяжу 11 ряд и расскажу дальше, как вязать 12, 13, 14 ряды. 11 ряд готов. Теперь перехожу к вязанию 12 ряда. В 12 ряду буду вязать 4 столбика без накида, прибавка, повторять 7 раз. В 12 ряду у меня будет 42 столбика без накида. И потом нужно будет связать 13 и 14 ряд по 42 столбика без накида. Вяжу первый столбик, ставлю маркер, второй, третий, четвертый, прибавка. И еще нужно связать 6 раз, 4 столбика без накида, прибавка. Я сейчас вяжу 12 ряд 42 столбика, 13 и 14 по 42 столбика. Вернусь и покажу, какая деталька получается. 13 и 14 ряд готов. Голова кролика и его тело уже приобретают нужную форму. В 15 ряду буду вязать 6 столбиков без накида, прибавка, повторять 6 раз. Итого должно получиться 48 столбиков без накида. 6 столбиков без накида, 1, вешаю маркер, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. Так вяжите до конца ряда. А в 16 ряду нужно связать 48 столбиков без накида, без прибавок, убавок. Я тоже свяжу 15 и 16 ряд и покажу своего зайчика. Я связала 16 рядов. В 17 ряду буду вязать 7 столбиков без накида, прибавка и повторять 6 раз. В 17 ряду должно получиться 54 столбика без накида. После того, как у вас получится 54 столбика без накида, нужно будет связать еще 3 ряда по 54 столбика без накида. 18, 19 и 20 ряд. 17 ряд вяжем 1 столбик, маркер, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. Свяжу до конца ряда 17 ряд и 18, 19, 20 ряд по 54 столбика без накида. Потом будем соединять верхнюю и нижнюю часть. Связано у меня 20 рядов. Верхняя часть полностью готова. Нужно нитку отрезать и закончить вязание. Я делаю соединительную петлю в следующий столбик. Протягиваю еще раз нить через петлю на крючке, отрезаю и затягиваю. Все, вязание закончено у меня. Примеряем верхняя часть, нижняя часть. Несмотря на то, что у нас разное количество петель верхней и нижней части, диаметр получился практически одинаковый. Из-за того, что пряжа разной толщины, у меня получилось разное количество петель. В верхней части 54 столбика без накида, а в нижней части 42 столбика без накида. Но будем соединять, покажу, будем немножко пропускать. Несколько петель в верхней части будем пропускать. Сейчас нужно установить нос. Нос на безопасном креплении. Кстати, нос я покупала на Алиэкспресс, как и вот эти крючки. У них мягкая прорезиненная ручка. Мне они очень нравятся. Под видео я оставлю ссылку на крючки, на носик. Носик вообще стоит копейки.
Вот он такой розовый, флокированный. У меня набор разных цветов. Посмотрите, как будем устанавливать нос. Вот это место соединения нужно будет сделать так, чтобы оно осталось где-нибудь у нас сбоку, примерно в той части, куда будем пришивать лапы. И это соединение закроется перемычкой. Вот этими подтяжками оно закроется, если мы примерно расположим его сбоку. Соответственно, сложим вот так пополам. Отсчитываем снизу 3 ряда. 1, 2, 3. И вот сюда, между 3 и 4 рядом снизу, буду прикреплять нос. Вставляю носик между петлями. Так вот аккуратненько. Посмотрите, 3 ряда от синей. 1, 2, 3. Между 3 и 4 рядом от синей пряжи. Здесь будет нос. Достаю шайбочку, которую он крепится, и фиксирую до упора, до самого. Все, носик закреплен. Сейчас будем соединять верхнюю и нижнюю части. Возьмем боковину верхнюю, боковину нижней части. Крючок 2,5 беру. Вернее, крючок давайте возьму побольше. Возьму крючок номер 3. И буду соединять тамбурным швом. Начинаем соединять верхнюю и нижнюю часть. Сначала делаю соединительную петлю. Таким образом. Дальше начинаю вводить крючок в следующую петлю нижней части. И ввожу крючок в одну петлю верхней части. Вытягиваю крючок внутри, захватываю рабочую нить и протягиваю через 2 петли. Через нижнюю часть, через верхнюю. И вытягиваю в эту петлю. Вторую петлю беру в верхней части, вторую петлю нижней части. Крючок, видите, проходит через обе петли. На внутренней стороне захватывает рабочую нить. Вытягивает ее через 2 петли. Через синюю, через коричневую и потом через рабочую нить. Так вяжем 1, 2, сейчас уже будет у меня 3-я петля. Третья, 4-я. Регулируйте натяжение нити, чтобы все петли на лицевой стороне были ровненькие. 5-я петля. 6-я. Вводим верхнюю часть. И здесь на синей части нужно пропустить 1 петлю, так как вы помните, что у нас на 8 петель верхняя часть больше, чем нижняя. Поэтому примерно каждые 5 петель я буду пропускать 1 петлю на синей верхней части. Вот здесь это будет совсем незаметно. Видите, то, что я пропустила петлю, никак не сказывается на внешнем виде. И опять 5 петель одну в другую. Один. Два. Три. 4, 5, 1 синюю пропускаю. Нам нужно будет этим швом прошить до конца игрушки, оставив небольшое отверстие, в которое мы как раз набьем нашего кролика. И не забудьте про утяжелитель. В своих игрушках, в кролике в первом, я использовала в качестве утяжелителя вот такие камни. У меня было несколько камешков, я их кладу на дно и потом наполняю синтепоном или холофайбером, какой у меня есть наполнитель для игрушек. Но вы можете, если у вас нету камней таких, купить вот такие декоративные стеклянные камешки, 300 грамм. Продаются они очень недорого в фикс прайсе. Вот, положить несколько камешков на дно,
Вот, сейчас я соединю кролика тамбурным швом до конца. Наполнитель добавлю. Покажу, что у меня получается. Начинаем вязать ручки пряжей Нака Париж крючком номер 2,5. Делаю кольцо амигуруми. Вяжу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Шестую петлю провязываю не до конца белой пряжей, отрезаю белую и присоединяю пряжу синего цвета, чтобы последняя петля была связана синим цветом. Рабочую нить вытаскиваю синим цветом. Хвостик затягиваю. Во втором ряду буду вязать 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Должно получиться 8 столбиков без накида. Итак, вяжу первый столбик без накида, второй столбик, прибавка 1, 2, первый столбик без накида, второй столбик, прибавка 1, 2. Итого должно получиться 8 столбиков без накида. Дальше нужно связать с 3 по 11 ряд 8 столбиков без накида. И лапка будет готова. Свяжите 2 такие детали. Вяжем по кругу, без прибавок и убавок. 9 рядов по 8 столбиков без накида по спирали. Если нужно, ставьте маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Это я связала 3-й ряд. Продолжайте вязать до 11 ряда 8 столбиков. Потом нить отрежьте. Я тоже свяжу 2 лапки и покажу, какие у меня получились лапы. Начинаем вязать уши пряжей Нака Париж крючком номер 2,5. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Первый ряд 2 столбика без накида. Пропускаю первую воздушную петлю, во вторую петлю вяжу 1 столбик, в следующую петлю 2 столбик без накида. Воздушная петля, поворачиваю, в каждую петлю делаю прибавку. 1 столбик, 2 столбик, 3, 4. Из 2 столбиков без накида в этом ряду получилось 4 столбика без накида, так как я сделала 2 прибавки. 3, 4, 5 ряд нужно связать по 4 столбика без накида. 3 ряд 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, поворачиваем. 4 ряд 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, поворачиваем. 5 ряд 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, поворачиваем. 6 ряд 1 убавка, убавка, 1 столбик без накида и еще 1. Итого получилось 3 столбика без накида. И еще 1 ряд воздушная петля, 1, 2, 3 столбика без накида. Первое ухо готово. Нитку отрезаем. Вот этот кончик сверху оставьте длинненьким, потому что сейчас мы будем прятать его внутрь ушка, протягивая через петли боковые, вот так вот вдоль уха. Собственно, можно было оставить еще длиннее этот хвостик для того, чтобы сам кончик спрятать в голову зайчика.
Но, если честно, пряжа достаточно пушистая. И если вы оставите вот этот кончик, то его видно не будет особо. Ну вот он у меня как раз в конце немножко остался, маленький кончик. Когда я буду пришивать ухо, я немножко вот так его сложу пополам, вот, чтобы оно получилось вогнутое, похожее на настоящее заячье ухо. Эту часть я спрячу в голову зайчика. Свяжите точно такое же второе ухо. Сейчас я хочу связать бантик пряжей монгольский верблюд. Вы можете сделать бантик из атласной ленточки, можете связать так же, как и я. Беру крючок номер 2,5, монгольский верблюд пряжу, делаю кольцо амигуруми и все будем вязать внутрь этого кольца. Фиксирующая петля, первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая. И теперь вяжу 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В серединку кольца, вот сюда. Вяжу столбик без накида. 3 воздушные петли. 4 столбика с накидом, все внутрь кольца. 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петли и внутрь соединительный столбик. Собственно, бантик готов. Нитку отрезаю, вставляю хвостик, затягиваю кольцо амигуруми. Вот, а этой вот ниткой, которая осталась, можно сделать перемычку для бантика. Обмотать один раз серединку, еще один раз и сзади соединить 2 хвостика, сделать узел. Вот такой бантик готов. Отрезаю лишние концы. Бантик я приклею на суперклей или на термоклей. Что у вас есть, выберите любой из этих способов. Смотрите, как хорошо сидит приклеенный бантик. Не нужно сшивать, мучиться.